Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать про одну абсолютно бесплатную нейросеть, которая называется Neural Writer. В чем же ее преимущество перед другими? Первое, самое главное, что она абсолютно бесплатная и не требует никакой регистрации. Второе, то, что она доступна на очень многих языках. Третье. У нее очень много функций, которые являются абсолютно бесплатными. Ну что ж, давайте перейдем к самим функциям. Первое – это перефразировать. Что это? Это изменяет синонимами ваш оригинальный текст. Давайте сейчас покажу, как это работает. Для примера возьмем какой-то текст и вот попробуем перефразировать. Вот программа у нас перефразируется полностью наш текст. Причем здесь есть три режима. Самый легкий, который выполняется быстрее всего, и два более сложных режима. Но они работают только когда устанавливаешь эту программу в режиме расширения для браузера. Дальше у нас есть генератор промптов. Кто не знает, это специально генерируется ваш запрос для того, чтобы вы могли подать свой запрос какой-то нейросети, чтобы она вам сгенерировала более адекватный, более полный ответ. Вот можем взять, вот, например, вот введем маленький короткий кусок текста и посмотрим, что он нам сейчас даст. Вот, оно дает разнообразные подсказки и так далее. Далее, соответственно, сам переводчик, который очень качественно переводит сам текст на множество языков. Так, дальше я расскажу про такую интересную фишку, как резюмировать. Это с длинного текста программа выбирает самые важные моменты и как бы их сокращает. Тобто с длинного текста мы можем с вами получить намного короче текст, где будут все основные моменты. Вот сейчас на примере вот вы это и увидите. Видите, с 3 абзацев она сделала 1 абзац. Далее перейду к такой интересной функции, как счетчик слов, что очень нужно для постов, для заголовков в соцсетях используется. Вот для примера оно показывает, сколько есть и сколько допускается в каждой соцсети. Так, дальше очень интересная вещь, это особенно для блогеров, это генератор заголовков. Что здесь такого интересного? Оно по вашим материалам может создать заголовок. Сразу хочу сказать, что не всегда с первого же раза оно может создать тот заголовок, который вам понравится. Но никто нам не мешает эту процедуру повторить несколько раз. Вот первый раз, ну мне не понравился, например, тут заголовок. Еще раз можем попробовать. Вот так можно повторять до тех пор, пока она вам не выдаст то, что вам понравится. Дальше наша программа может улучшать какие-то фотографии, делать их более качественными, что тоже немаловажно при создании какого-то контента на соцсети и для ютуба и так далее. Так, дальше у нас функция очень тоже интересная. Она по тексту может определить, кто создал этот текст. Искусственный интеллект или человек. Эта функция будет очень полезна для преподавателей, для того, чтобы они могли увидеть, делали ли домашние задания студенты сами, либо использовали искусственный интеллект. Ну и самая основная, как бы самая вкусная вещь здесь, генератор картинок. Вот мы можем с нашим описанием создать изображение. Правда, тут есть, надо отметить один минус, она создает только по одному изображению, и здесь нельзя поменять соотношение сторон и качество самой картинки. Но зато здесь нету ни регистраций, нету никаких водяных знаков, и изображение, соответственно, никогда не повторяется. Вот еще раз вставим, вот попробуем вот несколько раз генерировать.
Вот как бы и все. А вот этот генератор картинок может быть очень полезен тоже ютуберам, для того, чтобы вы могли делать, вы можете, вернее, с помощью него делать начальные заставки для ваших видео. Ну и в принципе все, что я хотел вам рассказать про эту сеть. Впечатления пишите в комментариях. С вами был канал Техногайд. Подписывайтесь на мой канал.